друзья, всем огромнейший турецкий привет. Сегодня мы с вами отправляемся в новое интересное путешествие с нашей квартиры из Анталии. Ну, на самом деле мы уже проехали километров 80 из нашей квартиры из Анталии. Вот, едем в сторону Каша. Ну, давайте начинать путешествие. Первая остановочка с вами, на самом деле. Я заставочку начал отсюда записывать, потому что мы просто проспали сегодня с утреца. 8 должны были стартануть, но мы только 8 стали. Как обычно, Женя всегда так. Первая остановка у нас премиум парк, ресторан, пикник, рыбалка здесь. Вот, ну мы заехали сюда на турецкий завтрак. Друзья, прошу вас всех поддержать видео лайком, комментарием. Знаете, что монетизации нету, да, поэтому снимаю для вас. Вот так вот все, на лайв режиме, чтобы вы получили заряд позитивных эмоций. Вот, жду от вас добрых комментариев. Вот, ну а вы, конечно, заряжайтесь всей этой красотой. Будет много всего интересного, одно видео будет. Море, водопады, может еще что-то интересное. Вот. И по поводу квартир, друзья, тех, кто хочет купить, пишите мне в ВК или в Инстаграм. Потому что некоторые все равно пишут еще в комментариях. Но там очень сложно отвечать, все там теряется. Вот, поэтому пишите. Вот, прилетите сюда, с вами увидимся. Может быть, даже по разным местам поездим. Вот, возьму менеджера, покатаемся, посмотрим квартиры. Ну, а потом вот так вот путешествовать будем вместе с вами. Смотрите, какая здесь красота. Каскады водопадов нас встречают. Все уже ушли вперед. Я тут немного задержался. Рыбонька, смотрите. О, класс. Все в таком лайв-режиме. Стараюсь сейчас меньше монтажа делать, чтобы у вас видео выходили побыстрее. Потому что копится материал, не успеваю монтировать. Вот, приходится работать. И, типа, знаете, это мое хобби. И поэтому минимум монтажа. Вот, все туда пошли. А я сейчас куда-нибудь заблужусь, тут загуляю. Мераба. Ой, как классно. Смотрите. Здесь можно приехать и на турецкий завтрак остаться. Можно и на обед, и на ужин. Знаете, как классно здесь вообще, да? Чтобы найти водопад, где искупаться, я бы нырнул с удовольствием. Мераба. Так, вот так вот мы устроились здесь. Привет, Поль! У нас большая компания, тусовочка. Так, все помашите, все скажите привет. Давайте потрогаем водичку в водопаде, потому что, блин, я вообще на самом деле горю желанием искупаться. Я люблю по утрам плавать, вы знаете. О, смотрите, какая здесь красотища. Блин, представляете, приходишь, кушаешь сюда, и вот так вот, с таким видом классным. А вода холодная, градусов 16, несмотря на то, что сейчас июнь уже. Я думаю, с водопадов тоже теплая будет водичка. О, дайте, заряд вам, вот такой утренний, таких водопадовых эмоций. Премиум парк, ресторан, местечко называется. Здесь на самом деле можно еще поймать рыбу, ловить рыбку. И потом эту же рыбу вам приготовят. Еще много чего есть. Вариантов, привет. Все есть. Так, ну смотрите, кто-то присел позавтракать. Кто-то сразу на рыбалку, сейчас деткам дадут удочки. И вот здесь прям можно рыбу ловить. Тут прям, знаете, такие лабиринты. Здесь можно ходить, вообще просто огромное место, огромное количество водопадов, где посидеть вообще, ну просто бомба. И, кстати, здесь, смотрите, я вижу мед, можно приобрести с собой или в подарок, или оливковое масло. Там, да, я мед видел, это оливковое масло. Кажется, такое место можно даже приезжать не просто кушать, а точнее просто приехать, вообще, не знаю, взять чаю и провести здесь время, это просто обалденное местечко. Особенно в жару. Вообще класс, здесь прохладненько будет, вот так вот посидеть, порелаксовать, получить заряд водопадных эмоций. Так, ну все, у нас главный рыбак Полина. Не понял. Ну потом Никита, естественно, конечно. О, Эмре поймал рыбу, смотри какую большую. Поля, иди скорее сюда. Ух ты! Какая селедка. Блин, я рыбу поймал. О, форель. Вижу сразу. Давай пятерку. Ну-ка. Поближе посмотрим, какая красавица, смотрите. О, лови, она к тебе. Она к тебе, кто поймал, хозяин. Ну, пока мы там ловим рыбу, здесь у нас уже турецкий завтрак накрыли. Так, ну что, перекусили. Очень вкусно. На самом деле классно, что нет вот избытка всего. Знаете, турецкий завтрак, если там всего много-много-много. Все прям идеально. И дополнительно еще пару яичничек попросили. Я прям вообще обалдел. Яичница очень вкусная, знаете, на сковородочке такой. Маслица, вообще бомба. Так, все от трапезницы, все очень вкусно. И цена вопроса 500 лир на всех, представляете? В текущем курсе это там 200 с чем-то тысяч рублей на всех, на всю нашу большую.
Но еще пока не доехали. Чуть-чуть осталось до Каши. Здесь такая остановочка. Когда видите кучу машин, можно тоже останавливаться. Значит, что-то здесь есть. Или рыба, или мясо, или грибы. Или просто красивый вид. На Каш, на греческий остров. Так, а вот здесь подходишь к обрыву. Вообще классно так получается. Подожди, это Можно фотку на камне сделать. специальной штуки такой. Я на самом деле не доверяю таким камням висячим. Просто не все имеют свою сторону, или поздно обваливаться. Ты не видишь электричество? Красиво, да? Вообще бомба. Так, ну и здесь же можно что-нибудь прикупить. Знаете, мини-лимончики, пожалуйста. Мини-лимоны, Видели да. такие, когда? О, это что у нас такой, этот, лалыча? Салфей? Адачай это типа шалфея. Да, шалфей, адачай очень, кстати, полезно для здоровья. Так, также здесь лимонад можно. Lemon смотрите. orange juice mix. А вот это что? Cherry Черри? and karadut. Turkish karadut. А, карадак, я понял. Карадут. Да. 10 лет, да? За стаканчик. Да. А писташки сколько стоят? Сколько стоит? 50 лет? Так, ну вот. Теперь мы добрались. Да. Каша, это вот этот островок. Такой сверху покажу на дроне, я здесь уже летал. И сейчас идем отель смотреть. Забронировали через букинг вчера, прям ночью там, экспромтом. И посмотрим сейчас, получится ли заселиться. Ну, вообще посмотрим, понравится, понравится. Так, вот он отель. Чаппа. Или Каппа. Там как больше нравится. Так, здесь у нас ресепшн. Давайте заходим, посмотрим. Что тут у нас. Это 2 года назад. Посмотрите, какая красота. Бассейн. Класс. Пойдем номера смотреть. Пойдемте посмотрим номер. Все делегации идем проверять. Это кровать. Общая. Такая классная кровать. Давайте самое главное посмотрим вид. О, вообще бомба, да? Надо на первом этаже брать, чтобы сразу в бассейн нырять, когда жарко будет. Это, кстати, середина июля. Ой, июня пока что. Ну, у вас уже, может, как раз июль будет. Когда буду монтировать. Давайте отсюда вам с этой стороны еще номер покажу. Видите, не убраны, сейчас просто показывают номера. 2 часа заселения, обычно час. Видимо, кто-то выселился. Но так, все равно давайте я вам покажу номера, чтобы вы знали, вдруг мы сейчас что-нибудь другое место найдем. Большая кабина, туалет, раковина. Ну, такой небольшой номер. Тут чисто этот, телек даже есть, знаете. Чисто переночевал и пошел гулять по кашу. Так, давайте вниз спустимся. Сюда к бассейну. Ну-ка, водичка у нас теплая. А, ну конечно, теплая. Градусов 27. Вот он вид, который мы с вами смотрели. Что здесь так пустынно, как будто никто не живет. Сейчас после нашего видео будет все в стопе. О, смотрите, здесь подходишь и просто такая панорамища. Просто хоть на обложку делай. Так, смотрите, здесь есть еще спуск ниже. Здесь есть еще номера. Потом вниз еще номера. Туда можно, это все в номерах. Блин, ну виды просто бомбические. Мы с вами где-то вон там были на смотровой. Так вот проехали. Ну вообще классно. То есть спускаешься везде, номера. Так, там, по-видимому, по слышимому еще какой-то водопад. Еще бассейн. Очень прикольная территория. Это отдельная, я так понимаю, бунгало. Здесь открыто, нет? Закрыто. Здесь, знаете, водопадик и еще один бассейн. Прям вообще здесь никто такая кто-то живет. Ой-ой-ой. Простите. Тут вообще, вот смотрите, вот так вот лег в бассейн. И вот с таким видом потрясающим плаваешь. Вода, естественно, тоже теплая. Уже, я понимаю, относится к этому бунгало, наверное. Классно, да? Здесь спуск еще ниже. Вот здесь еще номера. Потом еще ниже можно спуститься. Так, вот там, судя по всему, ресторан. Так, здесь у нас, смотрите, ресторан. С просто прекраснейшим видом. Смотрите, как тут можно завтракать, обедать. Вообще, можно даже без еды здесь заряжаться вот этой вот красотищей всей. И смотрите, снизу пляж. Классно, да?
Давайте сколько мы смотрим разные номера. Я вам тоже еще покажу разные номера. Так вот, видите, там запущены тут детки. Так, здесь свет, здесь душевая. Большая, здесь шкаф. Ну, здесь вот сыростью пахнет, потому что, видите, там окна нету. Здесь застаивается воздух. Но вид от оба выше. Это так, раз номер. Потом еще есть вот такой номер. Вот здесь все хорошо, ничего не пахнет, такой видите, просторный. Одноцельный. Кровать. Кровать помладше. Да ладно, жарко. Нормально. Там где есть. Вот шкафы. Тоже санузел. Здесь даже свет есть. Телевизор. Никаких мини-баров, холодильник, ничего нет. Ну, вид этого вот так вот. Так, тут смотрите, если кто вдруг не был в каше. Вот от Анталии до сюда 181 километр. 2 часа 45 минут езды. Ну, на самом деле, вообще сейчас мы как незаметно доехали вот с этой остановкой. Сейчас 60 километров проехали. Остановились на завтрак, позавтракали. И сюда, то есть, ну, доезжаешь вообще, на самом деле, абсолютно так свободно. Где-то мы в 8:30 выехали, или в 9 даже. Вот, сейчас у нас час 20. Ну, как раз к заселению, в 2 часа заселения в отеле. Как раз успели к этому времени. И вот такой здесь, кстати, ресепшн. Смотрите, уютненький. Но оказалось, что из номеров свободный один из тех, которые с плесенью пахнет, темный. Мы там не хотим селиться, потому что проснемся завтра с чем-нибудь в легких, кто-нибудь поселится. Поедем искать другой отель, потому что вообще одного номера нам не хватает, а нам надо 3 номера. А нашу большую компанию. Так, сейчас идем, смотри, другой отельчик. Вам буду потихоньку показывать, смотрите, такие здесь есть номера с бассейнами. Ой, как смотришь вообще просто, да? Картинка. Кажется, это реально нереальная картинка, да? Как будто нарисован. Так, я уже оголил телеса. Тут так ходят туристы все, вот, поэтому я тоже жарковато бегать. Так, смотрите, G6 номер. Кровать. Туалет. Потолки, кстати, есть высокие. И смотрите, окно такое открываешь, а тут Воу. Сейчас я вам открою что-нибудь. Так, открываешь, и здесь свой бассейн. Вид. Бомба, смотрите, свои шезлонги. Столы, это, я так понимаю, на один номер все идет, а нет, на 2, вот второй номер. 3-4, второй этаж есть. В общем, наверное, на 4 номера такой бассейн с таким видом, да, когда как будто обрыв. Да, кстати, в предыдущем отеле на букинге было там что-то 160, по-моему, этот за семейный номер на 4. За обычный номер на 2, по-моему, в районе 60. Вот такие цены. Вид пока не знаю еще. Так, вы сидите. Я даже не успела, я тебя 30 повернула. Вот у нас еще один номер. Здесь у нас ванная комната. О, здесь джакузи, смотрите, какая. Загляденье, здесь шкафы, большая кровать, маленькая кровать. Здесь уже, смотрите, холодильник, арчелик здесь. Телек и свой выход вот сюда вот. Стол большой. А вы видели там джакузи здесь? В этом номере? Ну классно, конечно, да? Звонк вышел, поплавал. До моря вот надо посмотреть, какой-то пляж, спуститься. Для деток есть даже мини-бассейн. Сюда теплая поле вода. О, вода теплая. В общем, все, мы здесь решили остаться. Отель называется Барбаросса. Мы заплатили за наш большой номер 2750 лир. Ну, это 152 евро. Где-то на данный момент получается. И там 9000 рублей по текущему курсу. Сейчас курс, кстати, там 3 с чем-то. 3 с копейками. Очень упал курс, поэтому выгодно с рублями сюда заезжать. Так, в общем, нам дали вот такой номер. Но еще один номер, который мы бронировали, оказался тоже точно такой же, с одной большой кроватью. И мы поняли, что мы не разместимся, и нам дали просто второй номер. Потому что мы уже устали бегать, за ту же цену. Все, и выходишь, и вот такая вот красота. Простите меня, но я первым делом сделаю вот так. Ой, ну красота. Ой, кстати, Соленая вода только. я прям Она с моря. Соленая с моря вода. красота плывет. Ой, очень глубокий. Вот так. О, пожалуйста. Ух, как круто. Соленая вода, серьезно. Вода соленая, прям с моря. Наливают будем прям морскую.
Ой, ну классно. О, красотища. У нас получается все 4 номера. Раз, два, три, 4. Все 4 номера наши. Ой, ну вот здесь вообще бомба. Вот так вот ложишься. И вот так любуешься. Класс, да? Привет. А вот там у нас соседние номера. Вот так видно еще бассейн внизу. 2 метра бассейн. Да, очень глубокий есть. Не стоим. А ну-ка. А вот там поменьше. Смотрите, здесь у нас еще шезлонги. Здесь еще стулья, столы. Вставил ключ, давайте еще вам разок покажу номер. Деревянный шкаф, холодильник, кстати, есть. И вот он наш санузел, душевая кабина, туалет, раковина. Здесь, смотрите, даже для душа всякие гели, шмели. И еще есть фен. Так, мини-бар интересно у нас. Полный. О, смотрите, полный, интересно, входит? Нет, надо, кстати, узнать. Так, ряд номера у нас прямо здесь по лесенке можно вниз спуститься. Так, потихоньку спускаемся. И приходим к морю. Смотрите, как тут на пляже кабаны есть. Шезлонги. Сверху барчик какой-то вижу такой. Чисто, знаете, летний мини-бар. Оля, аккуратно, только не упади. Так, ну и пойдемте посмотрим на морскую пучину. На красоту чудес. О, арка счастья. Хорошо прыгнул. Кто хочет прыгнуть? Первенький. О, класс. Так, какая глубина? А я не знаю, из-за этого не Так, знаю. ну судя по тому, что их можно прыгать, наверное, нормально. О, какая красота. Вообще бомба, да? Смотрите Это как. ломается, и мне прямо, Так пока я вот падаю, прям. меня акула съедает. Подножье отелей шикарных. Очень классно. Смотрите, есть вот так вот плавно по лестнице можно залезть. А, да, смотрите, здесь прыгнешь, то залезать уже там по лестнице. Нормально? Ой, там хорошо, не, прыгать можно. Ну класс, водичка кристально чистая. Мне кажется, немножко прохладнее, чем в Анталии. Потому что я с собой не взял измеритель, не могу Анталия, замерить. только это как Конь-Алты. Да, как, ну да, это тоже Анталия считается. Анталийское побережье. Но вот Конь-Алты, мне кажется, теплее вода. Здесь градусов 25, наверное. Так, ну что, кто прыгает? Я. Давай, ну вода чистая, прям вообще кристальная. Только что я рыбкой прыгнул. Давай. Очень глубоко из-за этого. Сынок, давай. Класс. Давайте, друзья, заряд вам. Заряд морских эмоций, вот этих горных, солнечных, всей вот этой красоты. Ой, ну очень красивое место, да? Вот смотрите, такая вот, как вот здесь нет дымки, вот туда смотришь, когда вдали, уже кажется такая дымка. И вот туда дальше. То есть, ну, чем дальше, тем плотнее слой получается, тем больше дымки кажется. Но бывает, что нет такой дымки, разные вот такие времена бывают. Кто знает, почему, откуда берется дым. Мне кажется, это влажность, испарение такое. Так вот, я думаю. Так, ну, шезлонги точно бесплатно. Мы развалились. Значит, кабан, не знаю. Вот Сёма. Для нашего Сёмы здесь отдельная кабана. Ну, либо платно, либо надо пораньше занимать. Вот. Ну, все равно так тоже классно развалился под солнышко. И балдеешь. Здесь же у нас тут рядышком есть ресторанчик, бар большой. В общем, здесь никак все включено. Все отключено, выключено, надо заказывать. И это достаточно непросто, на самом деле, все сделать. Еще вот такие полотенца. Пожалуйста, вам полотенчика. Так лежат. Можно брать, кстати. Пользоваться. Так, ну что, у нас уже вечерочек закатится. Давайте водную бассейновую гладь вам покажу на закате. Там море. Там у нас, кстати, ресторан. Сейчас пойдем в ресторан. Вот он, наша вилла, будем говорить так. А вот здесь же рядышком ресторан. И смотрите, какой ресторан прям с бассейном. И с таким мега бомбическим видом. Посмотрите.
Сидишь, кушаешь и вот такой красотой любуешься. Вообще просто сказка, да? Приятного аппетита, господа. Привет. Ну, вот так вот присели и вот сюда заходим. Пойдем с И нами. здесь у нас книги, пожалуйста. И здесь еще шведский стол. Подходишь, берешь, покушать себе, пожалуйста. Такие вот вкусняшки сегодня. Арбуз. Все перечислять не буду, так вам покажу для виду. У нас холодный стол. И соус. И что у нас? Сейчас найдем воду. Здесь, не знаю, сладенькое что-то. Вот здесь вот еще у нас закуски. Там дыня, кстати. Так, пойдем посмотрим. Вон еще вижу какой-то стол. Так, вот здесь вот супчик, пожалуйста. Это не понимаю какой. Надо пробовать. Здесь рис у нас. Так, здесь еще что-то. Овощи с мясом. И здесь еще овощи. Вот здесь еще обнаружил такой стол с чаем и с кофе. Вот здесь чай. Там кофеек. Вот воду не вижу, вот воды нету. Видимо, в баре надо отдельно заказывать. Так, я, в общем, нанырялся, мне защемило шею просто жестко. Я вообще хожу вот так полусогнутый. И голову даже поворачивать не могу. Давайте. С Новым годом. С новым кашем. Свет, с днем рождения опять. Третий день. Забыл вам, кстати, сказать, что мини-бар бесплатный. А вот там вот на ужин платно уже. Можно с собой из мини-бара взять, детям колу, что-нибудь попить. Ужин тоже все бесплатно, завтрак и ужин здесь включен, обед выключен. Ну, кстати, смотрите, здесь еще вот такое местечко есть. Можно здесь посидеть. И помимо всего того, все включено, что там есть, можно еще так подойти сюда к гриль-зоне. Здесь заказать себе 2 вида рыбы есть и еще курица. Оказывается, вам готовят и приносят. Смотрите, как вот так аппетитно жарит. Вот так вот курочка, вот так вот рыбка. Сибас есть и дорадо. Ну вот подходите пораньше, потому что я уже не успел на Сибас. Только дорадо осталось. Или наоборот, я так не помню. Дорадо я не успел, только Сибас остался. Ну, дорадо вкуснее, поэтому все заказывают. Целую рыбку прям жарят. Так, все, закатец у нас закатился. Слушай, я хочу сказать, что для $150 за 4, за большой номер, с завтраками, с такими ужинами, с целой рыбой, это прям вообще прям классно и все включено. Так что рекомендую. С собой можно любые напитки, кстати, привозить. Так, ну вот моя рыбонька подъехала. На самом деле меня уже угостили дорадо. Я не пропаду. Я дорадо съел, сейчас и сибасика съем. Очень вкусный, на самом деле там то, что на все включено, тоже очень вкусное. Мясо и все прям. Я все, что взял, все съел, прям обалденно. Еще, конечно, с таким видом просто бомба, да? Кошечек здесь подкармливают, вот так вот, трапезничают. У нас уже сумерки. Смотрите, как классно все подсвечивается, что за моя киса, это очень красивый бассейн. Сейчас какая-то музыка тут появилась. Я думаю, что будет шоу, может, такое. Главное, без нашего участия. Ну, посмотрим, что сейчас будет. Так, ну, в общем, мы здесь досидели допоздна, до ночи практически. Дискотеки не было, просто музычка играла, приятное шоу, тоже никого не было. И все на сегодня, наверное, да? Бай-бай, потихонечку. Кстати, да, я вам показывал там номера. Здесь, видите, еще главный корпус есть, оказывается, здесь прям как отель. Большой, думаю, это маленький такой апарт-отель. Тут прям, видите, как цивильно, прям целый отель. Здесь уже все закрыто, но, естественно, сейчас какое время. 10:30. Можно пройти на чайку бесплатно, пожалуйста. Сахар даже есть. Лимоны только, не варны. Давайте я вам еще покажу ночной наш бассейн. Вот так выглядит. Там море, темно, вам не видно, но глазами отсюда все видно. А камера не будет передаваться. Но бассейн вам передается. Ночной. Никита все просится искупаться. Ну, обещал. Значит, на бассейн посмотрим, сейчас мы занырнем. Ну как же обойтись без ночной заныры-проныры? А, чтобы камера не упала. Раз, два, три. Красота. Тут в мини-баре еще остались напиточки пенные. Можно их в бассейне употребить с таким видом на море. Все, оставляю вас. Спокойной ночи. Мы тут сейчас all together все вместе будем плавать. Друзья, доброго всем раннего утра. Время 8 утра. Вот такая вот у нас красотища. Тишина, никого нету. Все спят, еще гладь в бассейне. Гладь на море. Солнышко светит.
Ну, вообще красота, да? Всем доброго всем утра. Пока все спят, я, как всегда, сделаю свою замеру, промываю. Вот такой прекрасный вид. Ох, ну красотишка. Смотрите, как классно вообще. Безумно красивый вид. Ой, супер. Всех разбужу, наверное, плавание. Так, ну что, пока все дремлют, мы с сыном дружной командой отправляемся на завтрак, благо далеко идти не надо. Мостик перешел, завтрак я оказал, просто интересно, до скольки завтрака, может быть до 9 или до 9:30. Время у нас уже почти 9, вот, поэтому мы с ним долго не спим, встаем и на завтрак. Смотрите, кто-то йогой занимается. Пойдем, сын. Блин, ну вид просто, да? Как на такой вид можно спать? Вставать надо пораньше. Чай. Вот когда я посмотрел на эти горы, мне прям вспомнились обои Windows. Да, похоже очень. Пойдем. Ну давайте посмотрим, что у нас на завтрак в отеле. Это у нас яичница, как она называется? Помидоры, когда перемешиваем с яйцами. Вот это вареные яйца у нас. Здесь у нас цветы гёзлемы. Да? Так, здесь у нас сыр, колбаса. Еще много видов сыра, смотрите, сколько сыра. Так, здесь у нас овощи, смотрите, джем разный можно себе положить. Здесь у нас йогурт какой-то, соленье, корень, оливки. И вот еще сухофрукты, немножко вот фруктов. А с другой стороны у нас, смотрите, молоко и хлопушки, воробушки наши любимые. Здесь у нас, смотрите, кофеек, фильтр кофе и там чай. Здесь еще, кстати, чай, пакетик ночью можно было вечером тоже брать. Ну и завтрак. С таким прекраснейшим видом. Мне кажется, я что-то тут думал, я один сел, оказывается, все вон там вот сидят, видите, под навесиком, чтобы не светилось сильно. Сейчас посмотрим, может, туда переместимся. Доброго всем утра, друзья. Здорово. Но это еще не все, смотрите, здесь жарят блинчики. It's very good. Мы с сыном тоже сюда перебазировались. Здесь все-таки поприятнее сидеть. Вот так вот. Как вам вид? Так, ну вот блинчики подоспели. Подходишь, заказываешь, говоришь, сколько штук. Я просто 3 заказал, а не 2. Все, потом подходишь, забираешь. Блин, ну вид просто вообще бомба. Сидишь, ешь, кофеек пьешь. Просто красотища. Видите, не жарко, так прям вообще классно. Да, Ники? Приятного аппетита. Как по-турецки приятный аппетит, знаешь? По-моему, нассалсан, да? Что-то такое. Да, Никит? Фитолсон, вот точно. А Фитолсон, они все время в отеле мне говорят. А Фитолсон. Мы заказали с сыном по соку, нам подошли, предложили 30 лир. Фрешка апельсиновый. Прям фреш-фреш. На номер записывай, потом расплачивай. Считайте, за 60 купили, это 2 стакана, представьте? Да. За 30, ну, где-то можно купить коробку Магнума. Магнума? Мороженое? Да. Ну ладно, ничего страшного. С таким видом можно себе разок сок позволить. Говорим этому номеру пока-пока. Можно даже сказать, это не номер, это вилла со своим бассейном. Мне прям очень понравилось. На 5 баллов. Идем в Василия. Так, ну что, чекаут сделал. За сок заплатил. И плюс мне еще сказали: мини-барчик оплатите, пожалуйста. Я сказал, что вот именно здесь я разговаривал с человеком. Спросил персонал. Мне сказали четко, что первый день бесплатно, потом остальные дни платно. Вот. Стали считать. В общем, короче, я заплатил просто 100 лир, типа как за 2 пива. Вот. И сказал, что, конечно, так не делается, потому что у вас, если мини-бар бесплатный, если он платный, у вас должно лежать расценки, сколько что стоит. Люди открывают, или в мини-баре, или сверху лежит. Плюс я говорю, все QR-коды отсканировал. Говорю, тоже там нет ничего про мини-бар, никакой информации. И плюс ваш человек сказал, до того, как он не сказал, я вообще мини-бар не трогал. За это большой жирный минус, а так по отелю все хорошо. Вот. Все классно, мне очень нравится. Питание, все супер, блин. Такое местечко шикарное. В общем, вернулся я сюда еще раз. Когда я поеду в Каш, мне кажется, я реально в этот отель поеду. Просто собака, едете, магазинчик затаривайтесь побольше, там воды всякой, кто что любит. Вот, ставили в холодильник и все, и пользуйтесь. И вот эта вся красота вот вам в подарок будет. Ну что, мы тут почти целый день провели на пляже, вот в этой кабане.
бесплатно. Смотрим, никого нет. В общем, протусили там целый день. Я так понял, они относятся, каждая кабана к каждой вилле относится. Все, говорим пока-пока этому отелю. И собираемся. Пока-пока, отель, было очень классно. Обязательно сюда вернемся еще. Сам городок Каш не очень большой, есть такая главная улица идет, Каш. Но с парковкой беда, машину просто не поставишь, вот вообще не поставишь. В сезон ездим кругами, вообще нету места ни на одной улице. Но мы были здесь зимой, сейчас в принципе ничем не отличается. Так, побольше мест, где работают, там в переулках рыночки есть, но так сам городок небольшой. Вот, ну и тут тоже отель есть, вот можно поехать, там позаселяться. Если кто не смотрел, смотрите, видео прям забейте Женя Машков Каш и увидите видео, когда вот мы здесь по городу, я тут больше всего показывал зимой, там много отелей показывал, тоже интересно, которые там наверху, тоже панорамными видами, очень много отелей посмотрел. Вайкики здесь, вот он, центральная улица, вот и все, туда площадь, и в принципе все. Ну и так, много мелких улиц. Вот. Ну, тут так, знаете, погулять особо чисто делать нечего, так вот на набережной. Прокатиться, посмотреть. Это такую небольшую кафешечку. Дурюмчик поедим, шаурма по-нашему. Так уютно, тихо, спокойно. Может, мулат растет. Вот это местечко, Яли ресторан. Ну, вот тут рядышком с главной площадью находится. Очень вкусно. Половинку супчика чечевичного и дурюм 100 грамм. 100 лир стоит, очень вкусно. И вода еще. Ну, туристического города нормально, недорого. По этой улочке мы с вами в прошлом видео пока что ходили, гуляли, ночью банкоматы исследовали. Сейчас курс уже, конечно, другой, наш любимый магазин. Вайкики здесь же. Дороги в Финике остановились. Апельсины можно купить и сок выпить. Свежие апельсины. Сетка 5 килограмм, 35 лир всего лишь стоит. Такой стакан сока, 12,5 лир. Взяли себе сеточку апельсинов, 35 лир, обалденно. Неделю сок будем жать. Так что, ребятушки, мы уже едем домой. Такие прекрасные виды. Хочется останавливаться, фотографировать. Там, кстати, рафтинг внизу. Спасибо всем, кто пробыл эти пару дней вместе с вами. Как всегда, замечательных мелочей. Заряжайтесь солнцем, морем, позитивом, красотами, горами, пихтами, облепихтами. Огромное вам всем удачи и пока.